дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В предыдущей лекции мы завершили подготовку к переходу границы от влюбленности к зрелой любви, рассмотрев глубинные потенциалы носителей любви – мужчины и женщины. В этой 9-й мини-лекции мы приступим к исследованию территории отношений любви, как они складываются в реальности, сверяя наличное с имеющейся у нас идеальной моделью любви, чтобы установить условия ее расцвета или угасания. Здесь мы рассмотрим первые 3 блока вопросов: беспокойная граница, явные и скрытые компоненты любви, вы, ты, я. Начнем с размышлений над следующим вопросом. Почему гаснут яркие краски влюбленности, и возможно ли их сияние негасимым светом? При этом будем учитывать, что на исследуемой нами территории большинство придерживается довольно скептической линии, обозначенной Александром Пушкиным в поэме «Цыганы». «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Граница перехода от влюбленности к любви, от неистового этапа к зрелой любви, где достаточно сбалансированно представлены все ее основные компоненты – интимность, страсть и осознание личной ответственности за благополучие отношений, как правило, остается незамеченной. На сигналы, связанные с трансформацией отношений любви, просто не обращают внимания, либо не понимают, как следует на них реагировать. Причина состоит в том, что для одних она представляет собой столь высокую, непреодолимую стену, что они начинают уверять себя, мол, за ней и нет ничего, кроме таинственных недоговоренностей о том, как сказочные герои жили долго и счастливо, и продолжают блуждания по эту сторону стены. Для других снижение яркости, возвышенности и энергетической насыщенности переживаемых чувств замещается всепоглощающей рутиной повседневной жизни, вплетенной в бесконечный поток обыденности. Сопровождающее эти процессы чувство беспокойства «все ли еще любит?» развеивается как вздорное или откладывается в копилку неразрешимых мучительных вопросов. Некоторые не могут пережить снижение накала чувств и прилагают отчаянные усилия к их возрождению и возврату чудесных мгновений. А осознав, что молодость прошла, смиряются с неизбежной, как это им представляется, кончиной любви. Ну а тем влюбленным парам, которые сумели сберечь хотя бы скромный набор основных компонентов любви, предоставляется вид на жительство в новом прекрасном, как это виделось из романтического далека, царстве-государстве любви, с неписанными законами которого им еще только предстоит познакомиться. Итак, проследуем за границу перехода от влюбленности к любви. Беспокойная граница. Нам следует внимательно приглядеться к границе расставания с влюбленностью, поскольку на нейтральной полосе происходят внешне незаметные процессы проявления новой реальности и вступления в нее, которые ведут либо к сбережению и расцвету, либо к постепенному, а порой резкому увяданию любви. Увы, для многих на влюбленности все заканчивается. Возвышенные чувства и страсть к избраннику сердца бесследно угасают. Наиболее распространенное объяснение этому печальному событию состоит в разочаровании, связанном с узнаванием реальных качеств спутника жизни и избавлением
от иллюзорных фантазий. Влюбленность также погибает на взлете, если она развивается по модели D-Love, когда каждый ищет в отношениях любви решение собственных внутренних проблем, убежище от жизненных вызовов и стремление получить у партнера то, чего ему недостает. Мы уже говорили и о неизбежном тупике в отношениях, связанном с попыткой приспособиться к партнеру ценой сжатия собственного «я». Менее очевидным, но не менее гибельным для пылких и нежных чувств является глухота к зову собственной трансформации влюбленных. Поскольку энергетическим носителем романтических переживаний выступал проективный образ собственного «я», то только его реальное воплощение с большей или меньшей искусностью позволит расцветать розам любви уже на новой почве. Кроме того, для сбережения любви необходимо избавиться от врожденного заблуждения и склонности считать, что пережить влюбленность с одним и тем же человеком дважды невозможно. Опыт влюбленности и ее угасания нередко приводит уцелевших в любви к выводу, что есть только такая любовь, которая приходит и неизбежно уходит. Так, роковая женщина многих европейских знаменитостей, включая философа Фридриха Ницше, переполненная жаждой знаний, красавица Лу фон Саломе считала, что любовь появляется и исчезает, как муза. В любви, как и в творчестве, лучше отказаться, чем вяло существовать. Лучше верить, что периодичность высшего счастья в любви, как и в творчестве, естественна. Но в то же время она не понаслышке знала основания и высокой любви. Там, где любовь хочет быть большим, чем чувственное или мечтательное времяпрепровождение, она должна сотрудничать с той же самой великой задачей жизни, которой принадлежат наши самые высокие цели и самые святые надежды. Такая любовь, продолжая аналогию с творчеством, удел гениев любви или редкая удача. Большинство же испытывает циклическое переживание влюбленности, которое с опытом начинает подкрепляться внутренним убеждением, что жизнь устроена как перформанс, выход на танец любви и уход со сцены, как только закончилась музыка. И так до седых волос или раннего инфаркта. Быть может, принимая во внимание всегдашнюю недостаточную подготовленность и исходное несовершенство влюбленных для высокой любви, нормой является переживание нескольких сменяемых любовей. Так считал Ортега и Гассет. Глубокое чувство любви охватывает любого нормального мужчину 2-3 раза в жизни. Есть характеры беспокойные и щедрые, характеры неисчерпаемых возможностей и блестящих предназначений. Думается, что именно этот тип личности является нормальным. В течение жизни он претерпевает 2-3 трансформации, суть различные фазы единой душевной траектории. Не теряя связи и даже единства с нашим внешним образом мыслей и чувств, в один прекрасный день мы вдруг осознаем, что наш характер вступил в новый этап, новый период развития. Однако следует иметь в виду, что за скобками такого варианта развития любовных историй стоят те самые 2-3, скорее всего, несчастные женщины, в которых этот нормальный мужчина обманулся, или наоборот, но с тем же печальным результатом. Если граница влюбленности и любви существует, то рассмотренный случай похож на челночные вояжи контрабандиста. А есть ли возможность не идти на подкуп собственной совести и легально,
переместить драгоценный груз. Предположим, что мы избежали ловушки D-Love, не разочаровались в партнере и верны внутреннему зову движения за пределы собственного «я». Как оказывается, для успеха нашего рискованного бытия в любви только этого недостаточно. Дело в том, что в зоне перехода мы находимся под действием неумолимых психологических законов. Накал чувств влюбленности проходит свой пик и выходит на траекторию снижения. В силу ряда естественных причин притупляется действие стимулов новизны. Но вместе с тем в пространстве интимности начинает складываться сфера новых возможных векторов развития, общих увлечений, ценностей, смыслов. И эти жизненные горизонты могут дать новые импульсы романтических отношений с партнером. Чтобы оседлать волну возникших возможностей, нужно, открываясь им, чутко прислушиваться к внутренним ощущениям. Восходящая волна счастья должна компенсировать угасание радости от неистового периода любви. Необходимо своевременно восполнять снижение яркости одной гаммы чувств расширением эмоциональной палитры, добавлением новых тонов переживаний и переходом к новой, более высокой гармонии любви. В этот период задача, которую решают дальновидные мужчины и на которую они направляют свои энергии интимности и страсти, состоит в том, чтобы влюбиться в собственную жену. Кроме того, в нейтральной зоне отношений и любви следует уделять внимание не только явным проявлениям, но и скрытым, негласно подразумеваемым основаниям любви. Явные и скрытые компоненты любви. Бытовая ткань любви немыслима без оригинальных орнаментов, красочных узоров, неожиданных аппликаций. За этим ярким обрамлением порой сложно разглядеть качество самого полотна, прочность или ветхость базовых нитей, связующих два полюса любви. Явные компоненты любви торжествуют в сферах страсти и нежных составляющих интимности. Более скромно в любви проявляются такие компоненты, как уважение и доверие. Вместе с тем, именно они составляют тот самый глубинный фундамент, без которого невозможно возведение сколько-нибудь достойного храма любви. В отношениях любви уважение находится в тени более ярких и восторженных чувств. Оно неявно присутствует во множестве обыденных разговоров, действий и мыслей любящей пары. Чутким сердцем нельзя не почувствовать его даже в проникновенном и всегда неожиданном вопросе «Ты меня любишь?», где улавливается эхо другого вопрошания «Ты меня принимаешь такой, как я есть?». Однако в скромной роли второго плана уважение может ввести в заблуждение по поводу своей подлинной значимости в отношениях любви, неочевидной сложностью и многоплановостью данного чувства. За разъяснениями обратимся к немецкому философу Иммануилу Канту. Говоря об уважении, следует различать два его вида. В первом случае уважение связано с признанием в другом определенных достоинств и высокой оценкой его заслуг, достижений, талантов. Во втором предметом уважения является человек как таковой. В отношении с уважением к другому, исходя лишь из факта его очеловеченности, проявляется искреннее признание того, что другой такой же человек, как и я. Тем самым утверждается достоинство личности другого. Важно понимать, что уважение достоинств и заслуг возникает непроизвольно, как автоматическая эмоциональная реакция восприятия неординарного, в то время как уважение другого
только из-за его человеческого облика требует как минимум доброй воли, а также интеллектуальной основы, умаления собственного самомнения и преодоления отрицательных эмоциональных реакций. Это означает, что уважение к другим не дается нам даром. Оно пестуется должным воспитанием, оттачивается разумом и поддерживается в качестве внутреннего нравственного закона. В отношениях любви уважение должно проявляться не только к личности партнера в целом, но и к интересам друг друга, а также к более серьезным вещам, принципам, устремлениям, убеждениям. Уважение, по большому счету, это положительная оценка, одобрение и поддержка жизненной миссии, которую осуществляет ваш партнер. Из этой жизненной цели вытекают его предпочтения, паттерны поведения, принимаемые решения. Можно не соглашаться с тем или иным выбором или поступком партнера, но важно учитывать, что если сумма высказанных или невысказанных неодобрений станет критической, то будет подвергнута сомнению и его жизненная миссия. И наоборот, когда в уважении полностью отказано, то не нравится все, что делает партнер. Уважение лежит в основе неизбежного и крайне важного для благополучных долгосрочных отношений негласного распределения ролей, согласно которому в той или иной сфере признается лидерство одного из партнеров. Мы как бы говорим: «Знаю, что ты лучший. Я с уважением предоставляю решать тебе». А лидерство, основанное на уважении, как показывают исследования, является наиболее подходящим для достижения желаемого результата, как в близких отношениях, так и при согласовании интересов в коллективе. Конечно, уважение не может долго существовать на совсем пустом месте. Такие крайние случаи, как правило, являются следствием систематического нарушения принципа «уважай самого себя, чтобы тебя могли уважать другие». Следовать ему нелегко. Порой, попадая в черную полосу, неудача в делах, болезнь, отсутствие работы трудно, но крайне необходимо сохранять уважение к себе. Можно наблюдать и иную картину, когда обнаруживается, что уважаемый человек – ничто без высокой должности или денег. Когда, утратив свою единственную внешнюю опору самоуважения, люди предпринимают неуклюжие попытки сохранить свою обнуленную человеческую значимость в глазах партнера. Американский психолог Джон Готман, специализирующийся на изучении вопросов стабильности брака, на основе наблюдения за общением пар в лаборатории любви в течение 5 минут, берется предсказать вероятность развода в 91% случаев. Среди ряда признаков, которые он фиксирует, наблюдая за обсуждением с супругами проблемной ситуации, худшим из них он считает неуважение, которое может проявляться в разных формах: сарказм, цинизм, оскорбление, закатывание глаз, презрение, осмеяние и недобрый юмор. В книге «Атлас любви» приводится упражнение Готмана, которое позволяет почувствовать связь уважения и романтики. Джон Готман также утверждает, что супруги, которые относятся друг к другу неуважительно, страдают от инфекционных заболеваний чаще, чем другие люди. Так это или нет, но могу привести в качестве примера случай из собственных наблюдений, имеющий не менее тяжелые последствия. Как-то в первый раз я попал в гости к своей коллеге, умной и психологически подкованной женщине. Познакомился с ее мужем, крепким мужчиной и уверенным в себе бизнесменом. Мы весело общались за ужином. И вдруг я почувствовал какой-то дискомфорт. Что-то резало мне слух. Она постоянно
называла его Шурик. Потом я даже намекнул ей об этом, не вдаваясь в подробности своей теории о важности звучания имени и деликатного выбора его склонения в общении. Но она лишь махнула головой. «Шурик да Шурик, я так привыкла». Через некоторое время я узнал, что они развелись, и причиной тому были измены мужа. Однако я уверен, что их брак был на 91% обречен из-за Шурика. В заключение нашего общения с уважением хотелось бы предложить слушателю обнаружить его или близких ему среди основных персонажей театра любви, которые ранее встретились нам в куртуазном романе о Розе. Похоже, у него одна из главных ролей. Оно находится среди 5 стрел Амура. Рядом с уважением, таким же неявным столпом отношений любви, неустанно присутствует доверие. Мы уже встречались с ним, знакомясь с содержанием интимности. На доверии основывается процесс углубления интимной связи влюбленных в результате все более полного открытия своих сокровенных устремлений друг к другу. Если уважение можно образно представить в виде взаимоотношения двух инкапсулированных личностей, то доверие представляет собой сферу пересечения этих личностных оболочек. Доверяя, мы не только передаем другому частичку себя, но и расширяем свое наполнение, принимая в себя верного другого. В этой связи становится понятной и острая боль, и глубокое разочарование, которое вызывает утрата доверия, известное более под горьким названием предательство любви. Доверие, как мы уже ранее отмечали, носит универсальный характер в том смысле, что его общий уровень складывается из многочисленных отдельных областей доверия. Так что, например, укрепив доверие в бытовых мелочах, можно рассчитывать и на доверие в щепетильных вопросах. Вместе с тем, в отношениях любви есть один крайне болезненный вопрос, где просто доверия недостаточно. Речь, как вы, наверное, догадались, идет о доверии чувству верности вашего партнера. Уверенность в том, что партнер не должен изменять, является краеугольным камнем традиционных представлений о любви. Чего уж тут говорить о более строгом требовании, которое исходит из библейских текстов, о недопустимости измены даже в мыслях, поскольку первостепенным является забота о чистоте души в любви. И это, несомненно, необходимое условие теоретической модели идеальной любви. На практике же, зная слабость человеческой натуры и стремясь спасти любовь, нередко идут на нелегкие компромиссы, допуская возможность измены, если она совершается в тайне. Вообще-то, в этом зачастую ищут свое оправдание нищие любовью, уверяя своего партнера, что случайная телесная связь на стороне ничего не значит, поскольку любовь к нему по-прежнему крепка и неизменна. Складывается впечатление, что с учетом жизненных реалий диапазон доверия партнеру по части верности должен быть довольно широким, включая небольшую ширму. Однако на самом деле эта произвольно раздвигаемая слепая зона есть то самое игольное ушко, через которое скорее приобщиться к истинной любви бедняк-однолюб, чем алчущий богатства в изменах. И все же в этом вопросе есть и иные, более весомые аргументы в пользу гибкого подхода к императиву доверия. Речь идет о теории свободной любви и социально-психологическом эксперименте, осуществленном на рубеже начала прошлого столетия в узком круге избранников Серебряного века. Мы обсудим это в разделе «Сексуальная близость», а сейчас познакомимся с другими волнительными пространствами
в зоне пересечения личностных границ влюбленной пары. Вы, ты, я. В отношениях влюбленных достаточно легко совершается переход от «вы» к «ты». Как правило, он происходит в результате озвученного и с благосклонностью принимаемого предложения, после которого степень близости резко возрастает. Однако со временем уже незаметно осуществляется пересечение и границы между «ты» и «я». Вернее, эта граница местами растворяется, как улыбка чеширского кота. В результате исчезновения этой границы возникают новые пространства, сулящие множество разнообразных сюрпризов. Большинство из них вполне себе приятные. Они находятся в зоне счастья, куда врываются положительные эмоции радости за удачи и благополучие партнера, как будто это происходит с тобой. Правда, наряду с переживанием восторга радости за партнера, с не меньшей, а возможно и большей полнотой, как если бы ты сам был на его месте, есть и менее очевидные случаи перехода «я» в «ты». В романе Дмитрия Быкова «Квартал» герой посещает одно место трижды. В состоянии влюбленности с предметом своего обожания. Спустя годы, в надежде прикоснуться к былому счастью, навестив в одиночестве некогда райский уголок. И затем в качестве контрольного эксперимента с доброй знакомой. Увы, впечатления от райского пейзажа живы только как воспоминания, и герой понимает почему. Тогда он видел мир не только своими глазами, но и глазами любимого человека. Когда мы теряем любовь, начинаем понимать, что видеть мир вдвоем, с милым другом, совсем не то, что одному. А в зоне нашего «я», некогда бывшего в «ты», остается лишь ноющая пустота. Непонимание состоявшегося перехода границы между «я» и «ты» порой бывает скрытой и оттого крайне досадной причиной многочисленных ссор и обид. Мы нередко по умолчанию ожидаем от партнера, как от самого себя, определенных действий, устремлений, а иногда и мыслей. Когда же все происходит совсем не так, как мы себе бессознательно представляли, то возникает горькое чувство досады, за плотной ширмой которого скрывается невозможность понять партнера, поскольку он, будучи «я», никогда не мог бы так поступить. Эту коллизию вполне себе счастливой любви прекрасно понимал Лев Николаевич Толстой и описал ее в романе Анна Каренина в сцене невесть откуда взявшейся ссоры Кити и Левина. Первая эта их ссора произошла от того, что Левин поехал на Новый хутор и пробыл полчаса долее, потому что хотел проехать ближнею дорогой и заблудился. Он ехал домой, только думая о ней, о ее любви, о своем счастье, и чем ближе подъезжал, тем больше разгоралась в нем нежность к ней. Он вбежал в комнату с тем же чувством и еще сильнейшим, чем то, с каким он приехал к Щербацким делать предложение. И вдруг его встретило мрачное, никогда не виданное им в ней выражение. Он хотел поцеловать ее, она оттолкнула его. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда вдруг, получив сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается,
чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого, и надо перенести и утешить боль. Возможно, в расширении «я» за пределы границы с «ты» есть что-то общее с известным психологическим эффектом проекции. Но скорее это сходство чисто внешнее, поскольку проекция работает как защитный механизм, когда внутренние отвергаемые мысли, желания, манеры поведения отчетливо обнаруживаются в другом, хотя могут быть совсем ему не присущи. Вполне вероятно, что в этом процессе участвуют зеркальные нейроны, о которых мы уже упоминали в главе «Влюбиться по собственному желанию». Современный немецкий философ Рихард Давид Прехт в своей книге «Любовь. Беспорядочное чувство» ссылается на эволюционную теорию. Способность проникать в чувства и мысли другого человека, вероятно, сослужила добрую службу нашим предкам. В любом случае, пространство перехода между «я» и «ты» представляет собой многогранную и еще малоизученную территорию, скрывающую в себе подводные камни и бесценные сокровища. В следующей передаче мы продолжим наше путешествие по притаившимся в темноте пространствам отношений любви, чьи острые углы и крутые пороги закрыты завесой размеренного быта, и рассмотрим следующие 3 темы: Цирлих-Манирлих, поединок роковой, раздвоение любви. Для того, чтобы сегодняшние новые мысли у вас улеглись и не прерывалось движение к цели, которую, надеюсь, вы для себя определили, присоединившись к нашим передачам, в свободное время подумайте над следующими вопросами. Приходилось ли вам сожалеть об угасании ярких чувств влюбленности? Хотелось бы вам новых, ярких красок любви? Почему в отношениях любви порой незаметно пропадает уважение? Приносит ли вам стирание границы между «я» и «ты» больше радостей или огорчений? Хочу вам пожелать удачи и удовольствия в прохождении наших курсов, а также любви. С вами был психолог Юрий Томин, автор книги «Атлас любви».